Основной и главный ингредиент этого блюда – это лук. Лук, конечно же, нужно очистить, а затем мы его нарежем определенным образом. Для этого будет удобно использовать обыкновенную крышку. Луковицу помещаем в крышку и прорезаем до низу. Делаем так несколько раз. Таким образом, наша луковица будет напоминать цветок лотоса или хризантему. При этом низ луковицы останется целой, она сохранит свою форму. Вот так. Дальше лук поместим в миску. Зальем холодной водой и оставим лук в воде отдыхать на 1 час. Дальше я беру 3 столовых ложки муки. К муке я добавляю щепотку черного молотого перца, 1 чайную ложку сладкой молотой паприки и просто перемешиваю эти ингредиенты. В другую миску я разбиваю 2 яйца. Наливаю к яйцам 100 мл молока и добавляю соль по вкусу с учетом всех ингредиентов. А теперь я просто все перемешаю до однородного состояния. Суп постоял и в большой степени отдал свою горечь. Сливаем с него воду и даже немного отжимаем. Затем нашу красивую луковицу помещаем в мисочку с сухой смесью и хорошенько посыпаем. Вот так, чтобы мука со специями попала в каждый лепесточек этого лукового цветка. Затем каждую луковицу окунаем в смесь яйца и молока. И опять возвращаем в миску с мукой. Снова посыпаем. В небольшую кастрюлю или сотейник, как у меня, наливаем растительное масло для жарки. Емкость лучше брать небольшую и узкую для того, чтобы просто сэкономить растительное масло. Затем это масло разогреваем на плите и доводим до кипения. Здесь хочу показать вам такой лайфхак. Чтобы понять, что масло разогрелось, подготовлено, можно сюда просто бросить какой-то кусочек еды, например, корочку хлеба. Масло для фритюра подготовлено. Пора опускать сюда лук. Если вы налили масло, как у меня, не в полный рост луковицы, не страшно. Можно, как я, поливать ее сверху горячим маслом и периодически поворачивать на разные стороны. Главное, чтобы он красиво зарумянился со всех сторон. Я редко готовлю блюда во фритюре, так как их нельзя назвать особо полезными. Но если хочется какого-нибудь очень модного фастфуда, то этот домашний рецепт отлично подойдет. Готовьте с удовольствием, если этот рецепт вам понравился. И не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы и дальше видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы с вами увидимся в следующем вкусном видео.